Gradient Pictures, Golden Hands Production представляют Финансье. Денежные печеньки. Начинаем готовить волшебные денежные печеньки Финансье. О том, почему они денежные, расскажу вам чуть позже. Итак, главный секрет этого десерта в масле нуазет. Beurre noisette, простите за мой французский, или ореховое масло. Его так называют потому, что в процессе приготовления белки, содержащиеся в масле, карамелизуются, и оно приобретает такой ярко выраженный ореховый фундучный аромат. Это просто магия какая-то. Я не знаю, как французы придумывают вот все эти фишки, которые делают из обычных продуктов кулинарный шедевр. Готовится такое чудо масла очень просто. Возьмите сливочное масло, положите его в сотейник с толстым дном и поставьте на средний огонь. Сначала масло растает, потом оно постепенно начнет закипать, сверху образуется пена, и вам нужно готовить до того момента, пока масло станет такого золотистого цвета, и вы сможете услышать вот этот ореховый аромат. Если есть термометр, то эта температура примерно 140-145 градусов. Если без термометра, просто ориентируйтесь на цвет и запах. И еще на дне кастрюльки остается такой заметный коричневатый налет. Вот если вы видите такое состояние масла, значит все, оно готово. Снимайте с плиты и процедите через сито. А пока ореховое масло остывает, покажу вам свою новую формочку для финансье и другие ингредиенты, которые тоже вам понадобятся для приготовления этого десерта. Вот такая у меня красивая новая формочка на 12 штук финансье. Здесь идеальный размер ячеек, получаются такие небольшие кексики, как раз к чашечке утреннего кофе, ну или вечернего чая, как вам больше нравится. Эта форма также пригодится вам для приготовления других порционных десертов. Например, можно в ней сделать такие вот домашние сникерсы. В рецепте нам нужна будет миндальная мука, ее можно купить готовую или можно сделать самому из миндаля. О том, как это сделать, я показывала в одном из своих видео, оставлю ссылку в описании. Также нам понадобятся очищенные орехи, миндаль и фундук. Орехов для финансье нужно немного, вы можете почистить их сами. Как это сделать, я показывала в рецепте соуса песто. Белки поместите в чашу миксера и начинайте взбивать на средней скорости. Когда белки взобьются до состояния пены, постепенно в несколько приемов добавьте сахар. Добавляйте порцию сахара, секунд 20-30 взбиваете и добавляете еще часть сахара. Когда весь сахар добавлен, продолжайте взбивать до получения плотной, блестящей, красивой меренги. Смешайте пшеничную муку с миндальной и просейте на белки через не очень мелкое сито. Смешайте муку с меренгой аккуратными круговыми движениями до однородной массы. Часть теста добавьте к маслу нуазет и хорошенько перемешайте. Соедините масляное и белковое тесто. Фундук разделите на половинки, а цукаты нарежьте небольшими полосками.
Цукаты я рекомендую добавлять в финансье, если у вас есть домашние апельсиновые или грейпфрутовые, это будет однозначно вкусно. С магазинными я приготовила, но они по качеству уступают домашним, и это уже не так интересно, поэтому цукаты опционально. Хотите — добавляйте, можете пропустить. Выложите тесто в формочки, заполняя примерно на 2/3 высоты. В процессе выпечки оно еще немного поднимется. Я отсаживаю тесто при помощи мешка, но если у вас нет мешка, ничего страшного, можно это сделать просто ложкой. А пока вы наблюдаете за этим гипнотическим процессом, расскажу вам увлекательную историю создания этого десерта. Дело было так. В 17 веке в одном монашеском ордене яичные желтки использовались не то для изготовления красок, не то для покрытия фресок. И вот монахини придумали рецепт такого печенья, куда можно использовать оставшиеся белки. Изначально эти печенья назывались визитандинами по имени того самого монашеского ордена и выпекались в форме овальных лепешечек. Уж не знаю, насколько эти печенья были популярны в монастыре, но на пару веков о них забыли. И знаете почему? Потому что, оказывается, запах горького миндаля и запах цианида очень похожи. И в те времена люди с большим подозрением относились к десертам с миндальной мукой. Вот такие дела. Вы спросите, и почему же эти печеньки денежные? Вот здесь начинается самое интересное. В конце 19 века французский кондитер Ласне, который владел магазинчиком неподалеку от Парижской фондовой биржи, стал очень часто получать запрос от своих клиентов, работников биржи, на десерт, который можно было бы взять с собой и съесть на бегу. И вот тут он вспоминает про те самые забытые печенья, но начинает печь их в небольших прямоугольных формочках, так что десерт напоминает по форме слиток золота. И эти печенья начинают называть финансье, что в переводе с французского означает финансист. Надо ли говорить, что этот десерт стал пользоваться огромной популярностью у финансистов? И благодаря тем самым бережливым монахиням и предприимчивому кондитеру мы с вами сегодня тоже можем наслаждаться этим вкусом. Как вам такая история? Возвращаемся к приготовлению наших денежных печенек. Положите на каждое печенье полоску цуката, несколько половинок фундука и миндаль. Выпекайте финансье в заранее разогретой духовке 10-12 минут при температуре 160 градусов. Смотрите по своей духовке, время может немного отличаться, финансье должны уверенно так хорошо зарумяниться. Переложите форму с финансье на решетку, дайте остыть пару минут, после чего вы сможете с легкостью достать финансье из формы и наслаждаться этим божественным десертом. Благодарю вас за просмотр, жду вашу обратную связь в комментариях, я их всегда с огромным удовольствием и благодарностью читаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на мой инстаграм и до встречи в новых фильмах!